Девочки, хватит рожать детей мужчинам, брать на себя всю ответственность и считать, что это норма. Мужчина должен умолять женщину, чтобы она его выбрала, а тем более родила ему ребенка. Он должен стать идеальным, он должен отдать ей все. Время, силы, заботу, все свои деньги. Только для того, чтобы она на него посмотрела и подумала: а вот он заслуживает, чтобы я ему родила ребенка. Вот это она угорает. Да. Как будто бы место ей в одном заведении. Но не будем грубить, ладно. Я по жизни не грубый человек. Зачем мне оскорблять ее? Ну, если она не шутит без приколов, то, конечно, да, проверить бы голову надо. Потому что лично мне вот так вот, если бы зарядили, если ты хочешь, чтобы я тебе родила, ты просто офигеть должен целовать там песок, по которому я ходила, ноги мне там мыть или что-нибудь еще. Ну, не знаю, да, там всякие такие вот идеи. Да нафиг мне надо, я лучше до конца дней буду без детей. Не так уж я и жажду в таком случае. Я вообще на данный момент не думаю об этом. Только в том случае, если бы рядом была действительно та, с которой бы захотелось их сделать, то да. А такого у меня нет, что я сижу такой: вот бы ребенка, вот бы, как бы, да, вот эти вот все крики ночью и все остальное, вот бы поскорее. Но нет, конечно. Ну, короче, такое, да. Подлечиться ей надо. Я созрела. Я поняла, что я хочу замуж. Да, я хочу замуж, и я очень надеюсь, что в Инстаграме я найду того, кто на самом деле составит мне пару. Ну так, хотеть не вредно, а вредно не хотеть. Поэтому надейся и верь, да, самое главное это. Что сейчас творится со взрослыми женщинами? Я не знаю, девчонки, вы в каком-то психозе, что ли? У меня сейчас в очередное занятие на личном сопровождении сорвалось с девочкой, которая просто развлекает, я считаю, женатого мужика. И она убежала, даже не забирая деньги. Вот вложила, просрала их, вложила, просрала. Мужчины, которые не могут закрыть финансовые потребности должной своей семьи, начинают втягивать туда еще и любовниц, вот в эту вот свистопляску. Я понимаю, что мужчин сейчас очень мало. Я понимаю, что более-менее, которые хотя бы разговаривать могут, как-то чувства свои выражать, помочь 1000 там вот подарить, их вообще единицы. Девчонки, но вы пока вот на эту мелочь размениваетесь, ваше-то время идет вместо того, чтобы вложила деньги, отработала, укрепила тело свое, здоровье, на работу бодрая ты пришла, тебя повышают, тебя назначают, или дело, собственно, ты развиваешь, ты клиентов там набираешь, ты повышаешь сумму свою оплаты. Вот они вот с этими кружатся, вот они, он мне ночью написал, я не выспалась. Да нахера это надо вообще? Я говорю, они сами себя успокоить не могут, они еще и вас вот так вот раздергивают. Ну окей. Выразила свое мнение и имеет полное право. Вообще никаких вопросов. Ну, а так это не прекратится. То, что взять вот так вот видео и записать, и сказать: не делайте так. Нет, они ж не перестанут так делать. Кто хочет, так будет делать. У каждого своя жизнь. Если она живет вот такую жизнь, ей надо такие тренировочки, карьерный рост, вся эта беда. Но другим не так это надо. Они хотят другого, вот так вот, да. Хотят этих интриг, расследований, увести какого-нибудь мужа из семьи или там какая-нибудь еще тема, ну там, как чаще всего, и муж не против. Потому что половые проблемы со своей женой, и он на сторону прыгает. При этом не разводясь, будут дети без детей, точнее, дети без отца там расти, вообще, в общем, зачем рушить? Ну, чаще всего, наверное, я так думаю. Ну, у меня, брат старший есть, он примерно такой фигней апеллировал, когда от жены ходил куда-то, не знаю, я никогда такого не делал. Ну, короче, одним словом, ничего не поменяется из того, что она сказала, как будет, так и есть. А так она тоже такое себе призывает. Типа, занимаетесь только собой, нафиг вам эти мужики, или что она имеет в виду? Ну, если еще и это, это тоже такое себе. Как назвать женщин, которые не вышли замуж до 30 лет? Гордость рода, проработанная, вольная пташка, королева свободного плавания, психологически устойчивая. Ну, с последним пунктом я бы поспорил насчет психологической устойчивости. А насчет того, что да, проработанные, там вот эта вот вся фигня... Ну, да. Ну и понятно, что не все
как она говорит, девушки до 30 лет, которые не вышли замуж, это не значит, что они именно все такие. Но там у всех разные причины были. Но концовочка, да, это уж точно не психологически устойчиво. Потому что, ну, такое. Есть один парень, который мне нравится, но он не особо сильно отвечает мне, честно говоря, взаимностью. И я понимаю, что каждый раз, когда я ему пишу, я навязываюсь. И я подумала, почему я ему пишу? Да, я хочу получить какое-то внимание, да, я хочу выиграть это соревнование за внимание. Мне даже не столько нужен он, как вот это ощущение легкого дофамина. Поэтому я решила, что теперь вместо того, чтобы писать ему, каждый раз я буду просто записывать рилс. Я буду записывать рилс, пока я его запишу, потом обработаю, я уже устану, и мне уже не захочется ему писать. Будет очень забавно, если я по такой стратегии действительно стану популярным блогером. Тогда я ему напишу спасибо, хотя нет, я ему не напишу, я еще раз запишу рилс. Ну вот, хотя бы призналась, что ей только дофаминчик нужен-то в целом, а он-то и не обкакался. Ну она же вот на камеру в этом призналась. Что ей нужно просто внимание. Это есть даже сейчас такая картинка в интернете, я заметила, довольно популярная. Ну, нарисовали таких рисованных человечков, и посередине такая, там какая-то типа женщина. И там со всех сторон как бы мужчины, и руку ей на плечо кладут, типа, все нормально, женщина, мы понимаем, что тебе нужно внимание. Ну и все, что ты хочешь просто внимания. Ну, ты в данном случае, она просто хочет привлечь к себе внимание, а она и, как она вот и призналась, она просто пишет, хочет вот этих вот дофаминчика, и все. То есть ей нафиг не нужна ни семья, ничего вот этого вот душевного тепла. Ей просто нужен дофаминчик, чтобы кто-то пощекотил либо ее эго, назвал ее в очередной раз красивой. Ну и да, и обязательно стать популярной блогершей. И после этого что? Да ничего. Я залипла на мужика, и он мне всеми силами показывает, ну как бы типа, Наташ, нет. Целоваться не люблю, денег нет, комплименты поначалу отвешивал, что типа ты красивая, а потом типа, а я, оказывается, красивый. А я такая, нет, все равно, выбери меня, пожалуйста, я сделаю все, что угодно. И, короче, ну там какие-то контакты инициировала, еще что-то. И мы, значит, с ним сегодня переписываемся. И я говорю, я хочу к тебе приехать. Он такой, да, и пропал. Думаю, блин, ну что за херня, ну честное слово. И думаю, ну, короче, хорош в эту херню играть, типа выбирают, не выбирают, и думаю, дай-ка я тебя заблокирую. Смотрю на время 23:23, 2 пятерочки. Иерофант, Таро, учитель. Выбери себя, говорит мне эта ситуация. Я такая, окей, блокирую. Иду, грущу, ну, проживаю состояние, что, блядь, я никому не нужна, какая бы я распрекрасная ни была, такая... Окей, никому не нужна. Останавливается полицейский наряд, наверное, оттуда выскакивает полицейский, проходит передо мной. Я говорю, вы хотите меня арестовать? Он такой, нет, я хочу с вами познакомиться. Берет мой номер телефона. Я говорю, вселенная, блядь, как быстро. И при том, что, ну, получается, что полиция – это такой, ну, как бы самый высокий, дальний уровень реализации энергии, проявленности. Я такая... Блин, я, видимо, мужчинами на самых как бы отдаленных уровнях, Наташ. Релакс, расслабься. Когда ты выбираешь себя, весь мир выбирает тебя на всех уровнях. Блин, честно, без обид вообще не мой вкус. Но она говорит, какая бы я распрекрасная ни была, блин, вообще не мой вкус. Я вообще ни единого не вижу элемента распрекрасности. Ну, это мой вкус. Также и я, кто-то на меня из девушек, женщин будет смотреть, скажет, фу, блин, вообще я ничего не вижу. Да, это нормальная ситуация, мы все люди разные. Кто-то нам нравится, кто-то нет. Ну вот в данном случае я вижу это. Это первый момент. А второй момент, я не завидую этому полицейскому, который с ней познакомился, потому что он еще не знает, что она со вселенной там общается, проработанная психологинями, какими-нибудь коучами. Вообще я ему не завидую. И поздравляю того паренька, которого она заблокировала, потому что, ну, он и не узнал, что она такая вот немножко, да? А потом был бы сюрприз. Я вот такая вот, говорила бы ему тоже про вселенную, выбирайте себя, девочки, как они сейчас любят. Фу, блин, вообще жесть. Я вот не пойму, я много прошу, да, у меня какие-то завышенные требования, просто объясни мне, пожалуйста, день рождения можно, ну, какой-нибудь букет? Ну, на день рождения любой дурак подарит, а ты вот возьми без повода просто порадуй свою женщину, я смотрю, повода нет и денег, по-видимому, тоже. Это уценочка какая-то была, придурочная, да?
Я у тебя 3-й месяц прошу мясорубку. Он берет ползарплаты на цветы. Ну вот с этим не поспоришь, действительно, вся суть в одном видео, что есть, то есть. Я думаю, кто сталкивался, тот это увидел 100%. Девушки, а вы делаете это за бесплатно. Рассказываю историю жизни. Летела в самолете с девушкой, мы с ней знакомимся, я ее спрашиваю, а вы-то чем занимаетесь? И знаете, она с таким высокомерным видом мне отвечает, я... Профессиональная доминатрикс. Я же думаю, чантик, сфинкс, что такое доминатрикс? Я говорю, а что вы делаете? Я унижаю мужчин за большие деньги. Я даже не знала, что за это платят, почему мне никто не сказал, понимаете? Но действительно, есть такая профессия, доминантрикс, обучение на нее, как оказывается, стоит недешево. И она говорит мне, мои клиенты, это Газпром, это Ванкорнефть, это очень-очень состоятельные люди. И один сеанс вот таких вот моих унижений стоит около 300 000 рублей. Сколько денег я уже потеряла? В этот момент я подумала именно об этом. Девочки, что думаете о такой профессии? Ну, действительно, напишите в комментариях, кто знает о таком бреде, действительно ли такое официально существует, какой-то доминантрикс, где действительно буквально за котлету денег надо унижать высокопоставленных людей. Ну, и то, как мне кажется, да, окей, если это и существует, но что она несет за бред? Она имеет в виду, что она тоже такая вся унижает мужчин и такая вся на пальцах, а ей за это еще и не платят. А кто сказал, что она, во-первых, унижает? Это она, наверное, считает, что она унижает, а мужчины ей говорят, унизились ли они, либо просто ее послали куда подальше и пошли своей дорогой. А насчет, если логически так раскидать, насчет этих руководителей каких-нибудь высокопоставленных лиц, ну там понятно, потому что он высокопоставленное лицо, и, видимо, ему по каким-то психологическим своим движениям хочется, чтобы его унизила именно вот женщина. Причем за большие деньги. Он готов заплатить деньги, чтобы его какая-то вот такая вот унизила. Потому что если он действительно настолько высокопоставленный, ему просто некого унижать его, да, такого высокопоставленного человека. И он не чувствует нехватку вот этой вот. Ну, у каждого свои причуды в голове. Вот я верю, что такое существует явно. И вот они отваливают за один сеанс 300 косарей, потому что он, ну, миллионер там, да, ну, как уже, скорее всего, долларов, если он в «Газпром» руководит. И вот за деньги какая-то такая вот с определенными словами. Короче, это опять же тот же психологическое определенное давление. Надо быть определенным психологом, чтобы знать, как определенного человека, что ему сказать, чтобы его действительно это как-то подунизило или как-то вот понравилось. Блин, короче, как только не дуреют люди на самом деле и готовы, да, за это еще и отваливать. Такие вот они выучиваются и пользуются такой вот фигней. Тип людей, которые у меня не вызывают никакого доверия. Первое, это мужчины, которые... Второе, это люди, в основном мужчины. Третье, мужики. Четвертое, такие парни... Ха-ха, прямо вот смешно, прямо аж до слез. Вообще-то нет, конечно же. У нас такая же история с женщинами. Знаете, я когда слушала все эти истории, я каждый раз думала, да ну нет, ну это невозможно. Ну не бывает же, чтобы было так у всех. Я в отношениях была 9 лет. Мы начали встречаться в 16, еще в школе. Сейчас нам по 25. Понимаете, да, к чему я веду? Мы разводимся. Неделю назад у меня был день рождения. 25 лет на мой юбилей. Мой муж мне дарит букетик, который подходит для племянницы, для маленькой девочки. Он прекрасно знает, какие букеты мне нравятся. У нас никогда не было проблем с деньгами. Я даже фотки показывала. Ему говорю, что ты вообще не постарался, ты так и не дал мне того, что я хочу. Ты меня так и не услышал. Говорит, я хотел, я пытался, но вот у меня с букетами никогда не получалось. Ну вот какой-то я вот не такой. Но вот как только мы подаем заявление на развод, знаете, что происходит? Вот как можно 2 часа назад говорить о том, что ну никогда с букетами не получалось, ну вот ну не получалось, ну я вот сколько не пытался, мне никогда не получалось. Что в лесу сдохло, блядь? Что произошло? Почему ценность вашей женщины вырастает только после того, как она решает от вас уйти? Блин, ну по такому поведению на камеру, как она себя ведет, я бы наоборот еще первый бы побежал вперед нее и подал бы заявление в ЗАГС. И нахрен бы сдернул от нее. А он терпит 9 лет. Ну, настолько, видимо, у него уже такая привычка. Либо он видит в ней в такую вот прекрасную, несмотря на ее вот эти вот капризы, как по мне, оставшиеся с их 15-летия, если они там в 15-16 лет начали встречаться, как она говорит, вот капризы остались еще с того возраста. Несмотря на то, что ей 25, что-то, судя как она вот мыслит, такая же вот осталась, как будто бы. И он это еще хавает, ему это нравится. Блин, вообще жалко таких типов на самом деле. Вот они же 9 лет тут сидит с ней. И она же по-любому такое ощущение, что она ему вот руководит, говорит, что я хочу. А интересно, когда он говорит за свои желания, она вообще как-то хоть прислушивается?
Ну и, блин, понятно, что по такому вот кусочку видео мы не можем полностью судить о всей ситуации. Может быть, она в большую часть времени офигеть какая любящая жена, какая заботливая, встречает его там с 7 блюдами после работы и так далее, так далее. Мы не знаем. И только если нюанс в том, что надо помнить, что какой-то ей там определенный букет нравится, и в какой-то там праздник, день рождения или там 8 марта его не забыть купить, ну, тогда это не проблема. А в остальное время, если она норм. Ну, а если она вот такая вот капризная постоянно, это вообще жесть. Как так получается, что я всю жизнь хотела замуж, и мне за всю жизнь не сделали ни одного предложения? Хотя я красивая, симпатичная девушка. Все мои подруги, которые нахуй это замуж не вперлась, которые живут для себя, они получают эти предложения по субботам и воскресеньям каждый день. Вот меня сразу считывают как девушку, к которой можно приставать на первом свидании, тра-та-та, хотя я не даю никаких поводов, прихожу в закрытой одежде и так далее. А есть подруги, которым говорят: извините, пожалуйста, можно я с цветами к вам? Вот вы такая вся элегантная, вот вы девушка для свадьбы, для жены, для отношений, для семьи. Думаю, что я, блядь, не так делаю? Что у меня на лбу написано, что вы меня так воспринимаете? Какой я вам повод давала? Давайте опять вы мне напишите в комментариях: ой, я никогда не хочу замуж, а меня всегда зовут, и я буду сидеть и думать, что со мной не так. Да ну нет, конечно, все это бред. Ну, если только ее действительно, этих подруг, действительно она знает 100%, что их там каждые выходные зовут замуж, окей, если она прям знает, что это не прикол. Ну, то есть это не та ситуация, когда подруга ей сама говорит: ой, да ты знаешь, меня там вот опять вот вчера позвал какой-то очередной. Если она так говорит и нет подтверждения этому, ну то есть только на словах, ну, тогда это бред. Тогда просто чухают, какую-то значимость свою поднимают. А в данном случае, блин, ну если она говорит: я повода не даю, ну скорее всего какой-то дает повод. Как-то она себя так ведет, что мужчины считывают, что можно к ней подкатить с грязными предложениями. Ну блин, ну по-любому. Потому что она может сама не понимать, что она как-то себя вот ведет, как-то так, что к ней вот так вот подкатывают именно с такими вопросами. А вот типа к подругам, как она утверждает, подкатывают только с женитьбой. Ну а так, да, такое себе. В общем, у меня тут появились к вам вопросики, девочки и мальчики. Только, пожалуйста, честно, вот где сейчас знакомятся нормальные люди? Мне 34. Я вроде бы еще ничего, но моя жизнь выглядит примерно так. Работа, дом, потом я мама, потом я уборщица, потом я повар, потом я варю свою косметику или я просто пытаюсь выжить. И вот в какой момент, скажите мне, должен появиться мужчина? Нет, я, конечно, понимаю, что познакомиться можно где угодно, но мне уже не 20, чтобы идти на свидание с мыслью: ну а вдруг? Сайты знакомства как бы вообще нет. И хочется отношений не ради галочки и встречи не только ради там здоровья. Хочется взрослого, интересного человека, с которым реально хорошо проводить вместе время. И вот что я заметила. Например, мы вчера гуляли по набережной. Мужчины были. И вроде бы видно, что они смотрят, ловят взгляд, но никто из них не подходит. И это уже не в первый раз. Я все-таки считаю, что первый шаг за мужчиной. Девушке со мной подходить как-то, ну, наверное, все-таки лучше соблюдать рамки приличия, и хочется все-таки, чтобы инициативу проявлял мужчина. Так что происходит? Мы все друг на друга смотрим и расходимся. Короче, делитесь опытом. Если вы встретили своего человека после 30, то где же это произошло? Мне очень нужны ваши истории. Не, ну такое ощущение, если она говорит: мы гуляли в парке. С кем? Если она говорит: я мама, то есть с ребенком она, или может у нее там пару с детьми, гуляет в парке, и мужчина ее видит, но это надо быть отчаянным, чтобы подойти. Ну, и надо прям искренне сразу любить детей автоматически, всех подряд. Я не такой, например. У меня как-то с детства не заладилось с чужими вообще в целом детьми. Своих нет, поэтому, ну, своего бы я 100% вкладывался. То есть это было бы безоговорочно. Но чужие, понятно. Ну, не суть. Может быть, она с детьми выходит? В этом вопрос. Насчет сайтов знакомств, да блин. Ну, если пытаться искать адекватного человека, можно. У меня же как-то получалось все это время. Я никогда не знакомился на улице. И у меня все это время получалось, и жену нашел, прожил, и вот с другой там еще пожил, и еще так знакомился, в общем, ездил там как типа на свидания, какие-то там интрижки были, да, и все это с сайта знакомств. То есть это среди всего вот этого вот неадекватного там это можно найти при желании.
Потому что где гарантия, что ты вот на улице знакомишься? Да, единственный плюс на улице знакомиться, это ты видишь человека сразу в жизни. То есть ты видишь его полностью, да, в полный рост, как он действительно выглядит. Потому что на фотке человек все равно зацикленный в какой-то эмоции, он без эмоций, либо у него улыбка, либо какой-то обычный взгляд серьезный, и ты не видишь его эмоций, телодвижения, голоса, как он вот так вот полностью живо разговаривает, да. Но я к чему? Что никакой же нет гарантии, это как на сайте знакомств, что человек окажется нормальным. Ну да, вероятность того, что вроде бы более, может быть, человек адекватный, может быть и выше. Хотя, блин, как говорят, в дурке сидят те, кто не спалился, только и все. Потому что откуда мы знаем, что у человека в голове? Может быть, он будет с тобой приятно общаться, хорошо, прилично. Вы там сходите куда-нибудь, придете домой, а он тебя там свяжет и куда-нибудь там тебя кинет, блин, в погреб какой-нибудь. Да откуда мы знаем? А так он очень душевный, приличный, на людях, вообще даже виду никогда не подаст и никогда не скажет, что он такой. Но я к чему? Что нигде нет безопасности. И вживую это тоже не прям такой идеальный вариант. Я говорю только единственное, что ты видишь человека вживую. И все. А на сайте знакомств там просто больше этих неадекватов собирается. Они такие же в жизни ходят. Мы мимо них каждый день ходим. Там на работу, с работы, в автобусе где-нибудь, в такси. Мы их видим. Просто что они в обществе себя так не ведут. А дома, когда взяли телефон или компьютер, ну да, вот сразу свои такие желания выплескивают, там на девушек, то органы пришлют, то просто хрень пишут, то девушки могут тебе хрень писать, а в жизни они там, допустим, так не делают. Просто потому, что они понимают, что вот мы сейчас где-то там на расстоянии, и ты прямо сейчас в любом случае не знаешь, где я, и ничего мне не сделаешь. И можно открывать все свои желания. Ну не суть. Короче, я к чему, что, блин, при желании можно, но если она уже с ребенком, это тяжелее. Это надо, чтобы прям кто-то любил детей сразу, мужчина. Ну, а так как-то так. Кто ищет, тот всегда найдет. Это такая только мантра, может быть. Я еще, знаете, что подумала, и мне так грустно стало. Мне 26 лет. С половиной. А я сейчас без отношений. Предыдущие развалились месяц назад, но похуй, сейчас не об этом. То есть, чтобы мне родить в 30, мне нужно сейчас уже кого-то встретить, повстречаться там как минимум года, полтора-два, еще отойти после предыдущих отношений, мне еще нужно где-то полгода. То есть это уже где-то 29. Выйти замуж в лучшем случае и родить ребенка это уже 30. Здесь один нюанс. Я не хочу погодок. У меня братья младшие погодки, и там, боже, спаси упаси. Вот, второго ребенка я планировала через лет 7 как минимум. То есть мне уже будет 37. Третьего когда? В 42? Должно пройти хотя бы лет 5 как минимум после второго, чтобы родить еще третьего. А когда мне пить просекко с подругами на пляже? Каким образом? Они-то все в это время уже будут свободны от детей. Я никогда не подходила к этому вопросу с математического взгляда. Я понимаю, что сейчас что-то я, блядь, не успеваю. Что же делать? Это я еще в лучшем случае рассчитала. А если опять попадется какой-нибудь... То есть потратить еще на него там год. Это -1 ребенок получается? Не-не-не-не-не, вот с такими рассуждениями не нужны тебе, дорогуша, дети. Вообще не нужны. Потому что если подходить с таким расчетом и, опять же, называть всех, как она там матом, да, ну, типа, дебилами обзывает всех мужчин, попадется мне дебил, типа, а ты не дебилка, откуда мы знаем? Может быть, это ты такая, что отстрелянная, что, блин, если с тобой в отношения... замутишь, что максимум, что можно какую выгоду из этого сделать, то потыкаться более-менее первый месяц. А потом ты такая там офигеть, у тебя может характер такой отстрелянный, что просто ужас, и детей с тобой никогда не хочется делать. Может быть, я просто предполагаю, да, но может быть такое, да может быть. И вот поэтому к 30 ты не успеваешь, потому что ты сама не умеешь строить отношения, а у нас, блин, 90% не умеют строить, поэтому 80% разводов и так далее. Ну, вот так вот и живем как-то. А так, конечно, влажные фантазии у нее, офигеть, с таким подходом. Просека пить, то еще что-нибудь. И как будто дети это такое мега обязательство. Да если у тебя вопрос в том, чтобы просто родить и просто чтобы успеть, да пойди тогда вон, доноры есть, да, ну сдают семя. Пойди в такую больницу, тебе искусственно оплодотворят, выберешь самого по фотке красавчика, да, чтобы понимать, какие гены у тебя будут. И все, и не парься тогда. И таким же образом сделай 3. И будешь просека свою пить там к 40 уже, да? Ну, как она там, не знаю, планирует. Если вот так подходить к вопросу, если ей важно, чтобы просто отстрелять детей. А если еще важно, чтобы был душевный человек рядом, ну, тут извини, тут это уже не за хлебом в супермаркет сходить, тут придется поработать, поискать, подумать, это очень сложная работа, отношения было, есть и будет. На этом сегодня все, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, пишите свое мнение в комментариях и всем пока.